Занимайте позиции и готовьтесь к бою. С вами канал Alex General и очередной обзор поединка во вселенной Generals Zeraor. Карта Blue Hole. На нижней позиции Humanity, генерал Квай, танковая армия Китая. Сверху стартует Маракар, стандартная армия Гла. Четвертьфинал турнира World Series, пролог на ваших экранах. До 6 побед общий призовой фонд турнира составляет $120. В данном четвертьфинале сошлись бойцы клана ООЕ, это Humanity и Маракар. Счет 3-0 в пользу Маракара, и любопытно узнать, сможет ли Humanity размочить счет или Маракар увеличит преимущество. Скоро узнаем. Карта Blue Hole достаточно богатая на ресурсы, очень много вышек у каждого из бойцов, их в количестве 5 штук здесь снизу и то же самое, естественно, сверху. Много разбросано коробок, 2 ресурсных дока, 2 ресурсных платформы у каждого из бойцов на базе. Поехали с полтраки вперед от Humanity, отменять рабочих. Маракар тем временем пытается занять позиционку, но с полтраки рядом рабочих, естественно, Humanity Маракару-то передавливает. Бежит подрывник. Но вот этот саполтрак, скорее всего-то сейчас и отменят. Здесь передавливается рабочий, а здесь должен быть уже вовсю подрыв. Рабочий убегает, саполтрак минус, норку можно отстраивать. Но 2 норы на центре Humanity Маракару все-таки-то отменил. Готовится подрыв, я так полагаю. Побежали ребеля на захват вышек. Захват уже изучен. Саплай вовсю качать, есть военный завод и есть 2 казармы. Поехал дракон вперед. Саполтрак возвращается на добычу. Тем временем поехал Маракар техничкой. Высадил, кстати, рабочего, и норку-то справа все-таки достроит. Что же в этой техничке? Там мина, надо быть аккуратнее, Маракар. И подрыв неудачный. Там скорее были ракетчики, подрывников-то там и не было. Но, тем не менее, техничка подорвана, все погибли, поэтому нанести какой-то урон противнику Маракар-то не сумел. Дракон поехал вперед. На пути казарма и норка, военный завод. Ну, достаточно много построек сейчас на пути у этого дракона, но встречает его. Встречает квад, есть ракетчики. Ребель побежал дальше. Здесь еще 2 вышки. Нужно, естественно, их захватывать, получать экономический буст. Пробивается танк дракон. Дракон с лычкой. Квад отступает. Практически уже был уничтожен, но смог все-таки отступить. Дракон сливается. Справа тем временем 2 дракона и отмена норы, той самой, которую Маракар ранее не смог построить. Потом все-таки привез рабочего, достроил, но драконы в количестве 2 штук эту норку-то закрыли. То есть позиционку разыграть Маракару как таковую-то и не получилось. Побежал рабочий дальше. Здесь есть также ресурсная платформа, есть здание, которое при захвате можно починить свои юниты, ремонтная мастерская. Есть еще одна вышка. Тем временем дракон справа. Дракон справа, минус пехота. Есть танк Скорпион, который уничтожает этот дракон. Пускается в погоню, но успевает Маракар доехать, и дракон утилизирован. Что же на базе делает Humanity? Он устанавливает 2-й военный завод, начинается захват вышек. 2 саплая качают. Пока спам только в 1 военный завод, но ставится 2-й. Саплай вовсю работают, выходит квад. И можно, естественно, да, все верно, пробивается полтраки. Гоняется танк Скорпион за драконом. Дракон ушел налево. А справа тем временем Драгонтанк хотел, я так полагаю, под вышку подъехать, сжечь ее, но не вышло. Дракон слева также сливается. Не удается подъехать. Это все эти драконы были направлены на вышки. Это 100%. Но Маракар на страже. А тем временем героический квад работает по саполтракам, уничтожит, скорее всего, сейчас Гатлинг. И наполовину уже пропил ресурсный, но есть 2-лучковый Бэтлмастер, который с этим квадом должен на изи справляться. Он тем более каленый, квад минус, выходит Скорпион. Но и Скорпион, я думаю, тоже не сможет этот саплай-то уничтожить. Слева красногвардеец, но там его встречают, там Маракар. Справа тем временем юниты Humanity также потеряны. Застраивается Маракар норами. Справа также квад и танк Скорпион на дежурстве. Еще один дракон от нижнего бойца. Каленый Скорпион возвращается на базу, бежит ракетчик, но садиться в этот бункер-то не рекомендуется, ввиду того, что дракон рядом просто сгорит, этот пехотинец. Красногвардейцы отменили с помощью квада, и Маракар захватывает очередную вышку уже на центре. На центре также есть
две вышки, есть арт-платформы и очень много коробок. Можно выходить, естественно, ставить сапла и начать добывать. Но, как мы видим по мини-карте, в принципе, пока равно бойцы разжираются, скажем так, по карте. Идет танк-дракон, минус Бэтлмастер. Не удалось отменить захват вышки, но смог выселить пехотинца из бункера. 3 юнита от Маракара работают по танку-дракону с двумя лычками. Дракон минус Гатлинг. Также настреливается минус квад. Бэтлмастер должен, в принципе, расстрелять здесь оставшиеся юниты Маракара. Плюс еще и дракон подходит, мог бы помочь. И надо бы, ведь перестреливать все-таки Маракар Humanity. Разжигается стена огня, и вполне вероятно, даже сейчас Маракар потеряет свою вышку. Но все-таки вышка выживает. Отбился Humanity. Справа тем временем идут юниты от Маракара. Заселился здесь в домик, идет перестрелка. Работает по Гатлингу в данный момент Маракар. Но подтягивается юнит от Humanity. Маракар отступает. Слева ракетчик поставил минку на нору. Вот сейчас она взорвется. И просто сейчас рабочий отлетит. Не сможет норку до конца достроить. А может даже и два. Нет, только один отлетел. Но есть второй рабочий. Можно, в принципе, достраивать. Два ракетчика посадить в домик. И, в принципе, хорошая такая позиция. Да, все здесь защищено. Подъехать будет проблемно. В принципе, Маракар себя неплохо чувствует, но и очень даже хорошо себя чувствует Humanity. Он уже дал, кстати говоря, командный центр, а у Маракара уже 3-й ранг, на минуточку. 3 военных завода у танкиста, есть пропаганда, но ждем лотос на карте, я так полагаю. А вот как раз и она. Ставится бункер, можно, в принципе, в башне сюда пару ракетчиков посадить и защищать в будущем свои вышки, если Маракар сюда доберется. 2 дракона направо. 2 Бэтлмастера также едут на прикрытие. Маракар застраивается. Стингеры бы не мешало дать на самом деле. А тем временем удалось уничтожить вышку. Красногвардеец минус. Захватывается арт-платформа. Квад поехал уничтожать. Минус танк Скорпион. Много юнитов в Humanity на самом деле. Так у него и справа такая достаточно мощная армия набирается. Она, правда, разразнена, но нужно подтягивать, естественно, юниты. Ставится еще один ресурс. Захватывается ремонтная мастерская. Выходит Маракар. Я бы не сказал, что удачно он это делает. Как раз попадает под огонь дракона. И пробивается норка, подтягивается Гатлинг. Но там, в принципе, ракетчиков-то можно было бы с помощью этого Гатлата перестрелять. Но Humanity этого не делает. Он наступает слева. Он наступает слева, пробивается еще одна нора на пути Стингер. Стингер можно бить, поджали немножко здесь пачку Humanity, но она очень мощная на самом деле. Я думаю, что сейчас с двух сторон он должен, в принципе, справляться. В принципе, Humanity-то это и получается, так у него и справа атака также назревает. Он идет небольшой, правда, армия, но хотя тут, смотрите, сколько он наспамил. Идут юниты один за другим, ну и слева также тоже здесь подбивает, заморозил Батлбас. 3-й ранг уже у Humanity. Напоминаю, что у него есть командный центр, а значит, у него есть в запасе арт-удар. И если он не взял арт-удар 2-го уровня, то значит, у него есть еще и повышение в виде мин. Замораживается 2-й Батлбас. Маракара проблемы. Маракара проблемы также и на правом фланге. Ему пробивают позиции, он застраиваться пытается. Позади здесь ставятся норы, забегать пытается даже здесь лотос, но нужно быстрее это делать, возможно даже и перехватить вышку, но слева Маракар отбился все-таки, а Humanity сосредоточился полностью на правом фланге. Большая армия идет вперед, подъезжает Батлбас, сразу же замерзает от ЕЦМ танка, но есть второй. Пытается Маракар защититься, разжигает стены огня. Неплохо было бы выучить напалм. Все-таки 3 завода имеется. Можно в каком-нибудь из них все-таки его изучить. И, кстати, нефтеперерабатывающий завод тоже бы танкисту изучить не мешало бы. Все-таки это скидка на юниты. Лотос пришла. И будет, я так полагаю, сейчас перехватывать вышку. Но есть Ребель. Ребель может отменить этот момент. Слушайте, разжигает стена огня. Падает еще один Батлбас и Скотлаунч. Появляется на карте Скотлаунч и уже вгрызается в базу Humanity к Маракару. Танкист просто взбесился. Просто взбесился. Перехват вышки. Но есть Ребель. Можно помочь. У Маракара 5-й ранг уже. Можно этим Ребелем обратно вышку-то себе забрать. Сбрасывается токсобомба. Погибает Лотос. Humanity решает отступить. Скотлаунч работает. Минус танк Дракон. Батлбас. Батлбас встречает эту армию. Ракетчиков бы посадить бы в этот бункер. К сожалению, 2 сливаются на Драконе. Выходит Скотлаунч. Нужно стрелять слишком близко к Батлмастерам. Тем временем Батлбас идет под саплай. Здесь есть юниты. Не так уж и много. Можно также попробовать посражаться. Скотлаунч, выстрел и минус Батлмастер. Можно пуститься в догонку. Оставшиеся 2 перестрелять. Получить кэш-баунти. Тем временем Скотлаунч работает. Куда будет бить? Но неудачно, я бы сказал, он ударил. Но вот еще один залп.
БМ тем временем, я так полагаю, закрываются. Ну вот, хороший выстрел. Минус 2 юнита, еще 3 здесь прокалил, но трехлучковый скат-лаунч сейчас просто, я так полагаю, отлетит. Да, не успевает уйти в норку, к сожалению. Ставится еще одна казарма, и Humanity вновь попер в атаку. Посмотрите просто, как же Humanity разожрался. Он даже поставил филд, у него есть миги. И ставится ядерная ракета здесь. И опять много юнитов. Летит арт-удара. Humanity уже 4-й ранг. У Маракара 5-й. У него есть скрытая атака в запасе. Мне кажется, что ему бы не мешало бы контратаку какую-то провести. Хотя бы парочку заводов уничтожить. А арт-удар прилетел на военный завод и сапплай. Минус рабочие. Открывается скрытая атака. Для отвлечения внимания у Маракара юнитов-то не хватает. Похоже, что отбиваться. Или это Humanity слишком мощный. Просто представьте, да, выход. Бьются бойцы за выход в полуфинал. Маракар рвет Humanity 3-0. Поскольку сейчас мы видим, как танкист озверел, он просто Маракар рвет на части. Взлетают миги. Миги уже с напалмом. И уничтожается Батлбасс. Есть еще один. Он, кстати, в стелсе здесь, да, подъезжает близко. Но есть ЕЦМ танк. И подморозить бы Humanity не мешало. Но не успевает. И Маракар уходит все дальше и дальше по карте. Застраивается, ставится военный завод. Дворец-то живой. Дворец жив. Туда бы ракетчиков бы не мешало посадить. Есть Джарман Келл. Батлбасс работает. Квад, естественно, будет потерян. 3 ракетчика. Пытается здесь Маракар сражаться. Я говорю, нужна прям контратака. Любая, просто как-то вот ослабить этот натиск от Humanity, отбиться, перегруппироваться, поднаспамить армию. Нужно проводить. Есть же скрытая атака в запасе. Ну, открыть бы ее где-нибудь, убить заводы бы хотя бы. Но Маракар, к сожалению, этого не делает. Маракара рвут. Да и у него, в принципе, комфортный счет, но тем не менее. Меня больше здесь волнует Humanity. Насколько он просто рвет и мечет, просто рвет глашника на части. Не сбавляя натиск. С 3 заводов спам очень много ресурсов занял. Все вышки у него в активе, все под контролем. Которые, по крайней мере, у него были со старта, да, рядом с базой. И уже у Humanity 5-й ранг, и это, я так полагаю, Эми Бомба. Да, это Эми Бомба. Влупил миг, но по скат-лаунчу не попал, и бьется военный завод. Работает Стингер. Работает Стингер, но мне кажется, такой армии один Стингер абсолютно не помеха. Минус военник. Надо бить, естественно, дальше продолжать Humanity, давить и еще раз давить Маракара. И у Маракара появляется, кстати, скат-шторм. У Humanity есть ядерная ракета, 2 ядерные ракеты, 2 филда. Куча ресурсов, на самом деле, ну очень много. Маракару нужно делать контратаку, я считаю. Пускай бьется этот командник, перестраивается, пускай как-то здесь, кстати говоря, вот же еще ресурсы, здесь дозер стоит, и почему Humanity не занимает, но, видимо, и так хватает. Вот тут бы Маракару бы не мешало бы отстроиться. И полетела ковровая бомбардировка бить Маракару ресурсный. Ну, ресурсник-то не убьет, но рабочих покалечит, это факт. Да, минус все рабочие сейчас Маракару. И, кстати, денег-то у каждого из бойцов на счету очень даже много. У Маракара вообще 15к флоата на счету. Ну и все, база закрывается уже полностью. Humanity разделяется, я так понимаю. Да, оставшиеся здесь постройки Маракара уничтожает. Что же будет делать с вышками? Вот это любопытный вопрос. Перехватывать или уничтожать? Взял, кстати, себе нефтеперерабатывающий завод в актив Humanity, чтобы получить скидку на юниты. Натиск не сбавляет. Продолжает напирать. Маракар пытается состроиться. Он зажимается сильно. Зажал уже, сильно зажал Humanity Маракара. Где же контратака? Как же я ее жду? Ну почему она не происходит? Все юниты, я так понимаю, задействованы на то, чтобы сейчас отбиться от танкиста. Но у танкиста слишком много ресурсов. Слишком много военных заводов. Он с 2 сторон давит. Еще дальше закрепляется. Поставил ресурсный центр. Вот здесь теперь коробки собирает. 2 супероружия в активе. 5-й ранг. Все повышения задействованы. Как же Маракар будет справляться со всем этим? Humanity явно не пытается, ну даже не пытается сбавить напор. Перехватывается военный завод. Лотос пришла, ставится командный центр. У Маракара на данный момент нет повышения, у него нет командника, но близко танк-дракон. Да и вся армия сейчас, в принципе, у Humanity. Вот она, прямо перед Маракаром, прямо у него под носом. Взлетают миги, работают по норе. Подошел слишком близко уже к военному заводу. Военник сейчас Маракар будет терять. И командник, по всей видимости, это не дадут достроить. Работает дракон, работают бэтлмастеры. И все. Командник минус. У Маракара 20 тысяч почти на счету. И он сдается. Разорвал. Просто Humanity Маракара разорвал.
Ну действительно, да, Маракар ведет 3-0, выход в полуфинал на кону, и Humanity такое ощущение, что просто озверел и пошел, ну просто бить всем, чем только можно Маракара, просто дубиной его забивать. И, как мы видим, это работает, Маракар потерпел поражение. Но, тем не менее, с итогом счетом 6-2 Маракар все-таки победил Humanity и вышел в полуфинал. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Генерал Алекс, и помните, что всегда из любой ситуации есть выход.